Сегодня поговорим о моде 90-х в России, что такое Slavic Bimbo, либо Russian Bimbo, и рассмотрим несколько образов. Привет, я Маша, это канал о моде, одежде, обо мне и моем творчестве. Если вам интересно, оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие мои видео. 90-е годы положили конец цензуре и создали впечатление о полной свободе. То есть все могли делать то, что хотели. Все смотрели кино, фильмы, они вдохновлялись иностранной культурой. На этом фоне мне вспоминается футболка Витман. Она как бы иллюстрирует ту эпоху, те события, которые происходили. В первую очередь этот период все ассоциировали с денимом. Появлением денима это куртки, джинсы, многие делали варенки. Кто-то носил это условно с белой футболкой и кедами, кто-то носил тотал-луки, а кто-то вообще экстремал и сочетал деним с кожей. Также в моде были маскулинные плечи. Это платья, тренчи, пальто, жакеты. Большинство одежды было прилегающего, либо полуприлегающего силуэта, особенно в области талии. Но это в основном платья и блузы. Также отличительной особенностью той эпохи была кожа. Это тренчи, пальто из кожи, а в некоторых случаях это даже какими-то, не знаю, вышивками, клепками, какими-то декоративными элементами. Все помнят спортивную одежду от Adidas. Ну и в принципе в то время был очень сильно распространен спортивный стиль в одежде. Также этот период запомнился появлением длины мини. В основном это юбки и платья, конечно же. Также были распространены свитера с орнаментом либо лого, которые в принципе носили на любой случай жизни. Если рассматривать аксессуары, то в первую очередь, конечно, были распространены колготки в сетку, ажурные, иногда даже цветные кто-то носил. Также были модные спортивные аксессуары, то есть бейсболки, банданы, что-то в этом стиле. Была распространена бижутерия. Ну, еще явным отличием были электронные часы. Очень большую популярность в то время приобрели лого. То есть люди начали как бы больше ценить вещи с лого. В последнее время в ТикТоке начал набирать тренд по ностальгии 90-х в России, хотя многие даже не жили и даже не родились в тот период, в ту эпоху, скажем так, и в связи с чем начал набирать популярность следующий тренд – Slavic Bimbo либо Russian Bimbo. Russian Bimbo либо Slavic Bimbo – это уже некая эстетика. Это собирательный образ жены русского мафиози, там солнцезащитные очки, шуба, шпильки, яркий макияж. И, в принципе, это направление ассоциируется с ухоженной русской славянской девушкой, которая всегда следит за собой, всегда при параде, когда выходит условно из дома. Если опираться на то, что я ранее сказала, можно составить некий собирательный образ этой Slavic Bimbo. Это, скорее всего, меховая шапка, либо платок. Это шуба, либо меховая жилетка. Длина мини у юбки, либо у платья. То есть о штанах речи тут вообще нету. Это, скорее всего, будут черные колготки, либо колготки какие-то ажурные, либо в сетку. Солнцезащитные очки в большинстве случаев присутствуют. Ну, также сумка и украшения. Мы рассматриваем саму моду 90-х, то можно это адаптировать под сегодняшний день и составить другие немножко образы. В принципе, в образе может быть джинсы с белой футболкой и кедами, ну или мини-юбка из денима, то есть мы выбираем, то есть это белая футболка все равно будет какая-то, а вниз можно либо джинс, либо джинсовая юбка. Лучше еще как бы курточку джинсовую к этому всего, ну обязательно кеды. Второй образ, который можно составить, к примеру, в спортивном стиле, это может быть спортивный костюм со свитером либо футболкой. Также, если мы посмотрим, например, фотографии того времени, спортивные брючки, скажем так, и носили свитер, либо спортивные брюки, либо футболку. Либо, например, можно взять, например, классический костюм, например,
с какими-то имитацией полосок Adidas, можно так сказать, и к нему уже свитер либо футболку прибавить. В принципе, можно составить еще один образ. Это, например, взять за основу кожаную косуху, либо кожаный плащ. Также, например, можно в этот образ вписать свитер. Ну и сюда подойдут какие-то однотонные брюки, классические, скорее всего.